Привет, 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 песеры, с вами Морж, понедельник, а значит новая селекция, новые ивенты уже в нашей игре. Ну, по поводу новых ивентов, вы сами понимаете, это такой сарказм со вздохом, никаких новых ивентов у нас, естественно, нет. Стандартно у нас обновили ивент понедельниковый, тут у нас J-лига, в общем, для нее только и подходят, в принципе, игроки, которых мы берем за номинальные контракты из J-лиги, ну, а также появляется J-лига с пользователями, где можно заработать 50 аж монет, какое ужасающее богатство. Konami просто следит за тем, чтобы мы не зажрались, за тем, чтобы мы не чувствовали себя комфортно никогда. Ну и само собой появляется у нас селекция, на этот раз Арсенал, за который я болею, который прекрасно начал этот сезон и который, к сожалению, ужасно его закончил, просто детскими ошибками. Ну что поделать, что поделать. Давно болею за Арсенал, мы, так сказать, к этому делу привычные. 3 попытки у нас, 8 игроков. Давайте глянем, кто здесь вообще есть, кого стоит ловить, ну и что по поводу вариантов их предыдущих карточек. Были лучше, были хуже. В общем, как обычно, все это дело разберем. Открываю, как видите, я это все дело на ПК, потому что на мобилке, там, где у меня собран Арсенал, у меня всех этих ребят есть либо такие же, либо лучшие версии. Вот как-то так. Напоминаю, если тебе нужно золото на мобилку с российских карт, пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Ну, давайте начнем с самых низкорейтинговых, так сказать. Холдинг у нас первый. До 90 он будет качаться без сыгранности. И никаких спецверсий у нас до этого его не было. То есть обычная ЗГП, есть вот эта вот первая спецверсия. Если у вас его нет, если вы собираете Арсенал, если вы собираете сборную Англии, то он вам пригодится. Значит, неплохие, в принципе, статы в защиту изначально. Есть по снизам. Есть корпус, есть выносливость хорошая для центрального защитника, навыков достаточно много, но 90 рейтинг, да, пусть там сыгранность он будет 92-93, естественно, сейчас это далеко не топовый игрок, если вы не собираете конкретно команду или конкретно сборную, то вряд ли он станет ваш основной состав. Джорджиньо, 93 у нас имеет эта карточка на максимальной прокачке, был у нас он 94 от Арсенала за номинальные контракты. 10 навыков хорошо, отличный пас хорошо, в защиту кое-что умеет, в принципе, достаточно неплохой опорник, либо центральный полузащитник. Тут уже под кого вы его будете качать. Неплохо, но не более того. Далее, партия. 94 имеет эта карточка, 95 у нас был из пака партнеров. Тоже все более-менее с защитой, тоже все более-менее с пасом, но при этом стиль от штрафной до штрафной, вроде как тоже опорник, но я бы его качал именно под ЦПЗ, потому что все-таки от штрафной до штрафной больше ЦПЗ-шный стиль. 8 навыков имеет. Перехват, подкат, в защите что-то помогать будет. Неплох. Опять же, неплох, но не более того, до вау-эффекта явно не доходит. Дальше Мартинелли. 94 он будет иметь на максимальной прокачке. Это самая сильная его карточка на данный момент. Стиль смещения с фланга, что хорошо. Отличная скорость ускорения. Для первого уровня баланс присутствует. Короче, будет такой бегунок с дриблой. С пасом низом и пасом навесом все не слишком хорошо, хотя выкачать можно. Но я бы его именно качал как завершителя. То есть впихивался бы в умение атаковать, реализацию, скорость ускорения, дриблу. 9 навыков у него, ну, нормально, наверное, нормально. Марселька, проброс между ног, финтами не перегружен, удар без подработки сразу есть. Вполне себе неплохо, вполне себе неплохо. Вот за Мартинелли, пожалуй, можно поохотиться, он может стать и в ваш основной состав. Дальше Томиясу, 92 имеет эта карточка на максимальной прокачке, кстати, на центральном защитнике будет иметь больше, потому что он все-таки как ЦЗшник больше. Вот, и для ЦЗшника у него все отлично с ростом, все хорошо со статами, но при этом у нас была бигтаймовая карточка, которая качалась до 95, если на автомате, да, вот, а без автомата там для центрального защитника она прокачивалась с сыгранностью чуть ли не до 103. Вот, бигтайм карточка имбан, это, ну, неплоха, очень неплоха, вполне себе может стать, кстати, вашим даже основным правым защитником, благодаря стилю, если вы так же, как и я, любите стили обороняющийся защитник. Навыков всего 4, при этом они защитные, то есть игра головой, перехват, верховое главенство, подкат. Добавляем ему там блокировщик, добавляем ему, что там еще... Боевой дух, ну, в общем, короче, по стандарту добавляем, может выйти очень неплохой правый защитник именно в виде обороняющегося. Такой вариант Ван Биссаки, да, из 21 части, вот, для меня, наверное, ближайшая.
Дальше Зинченко, 94 имеет на максимальной прокачке, и это самая сильная карта его на данный момент, которые были у нас в игре. Что-то умеет защиту, что-то умеет пас, что-то умеет скорость. В общем, такой относительно универсальный, при этом может стать даже на позицию центрального полузащитника. Всего лишь 5 навыков, это, конечно, маловато, поэтому немножечко пройдем дальше. Реймсдейл, 93 максимальная прокачка, была у нас 94-я его версия из пака именно целой команды Арсенала. Вы помните, такие паки у нас были, если кто-то еще помнит, потому что Konami новые нам почему-то вообще не решается вводить. Хотя это пользовалось достаточно большим спросом, при том, что через меня идут монеты, я типа знаю, сколько на эти паки люди закидывали. И это было много. Это было много, вот. А Konami что-то, наверное, посмотрели такие на финансовый отчет. Не-не-не, нахрена нам столько денег, мы тоже зажремся. Ну и Джезус. Качается он до 96, за 96 он у нас был и за номинальные контракты, вы помните, с фиолетовой мордой, в общем, такой сын Таноса. Неплохой центральный нападающий, вот во всем он неплохой, но ни в чем он не охрененный, вот как бы так. Такой твердый, неплохой во всем, вот я бы так его охарактеризовал. Так, по навыкам есть сомбреро, подсечка Роналдо, проброс между ног с разворота, одиночный контроль, игра головой, дальние подкрутки. Подкрутка 69, дальние подкрутки, ага. Акробатика, удар без подработки, подкрутка шведкой, оттяжка в защиту. Неплохой, вот действительно, можно брать, до 96 он будет качаться, с сыгранностью, скорее всего, будет 99. В принципе, либо на замену выпускать, хоть суперсаба у него нет, либо просто использовать за сборную Бразилии. Короче, карта стоящая. В общем, отсюда стоит максимально обратить внимание на Джезуса и Мартинелли. Вот они прям то, что отсюда можно ловить. К сожалению, всего лишь 3 попытки, к сожалению, никакого ивента на бесплатную попытку у нас нет, но, в общем, здесь Konami как бы делает по стандарту. Опять же, скажу в миллиардный раз, не понимаю, почему селекцию можно крутить не 8 раз, было бы нормально, было бы адекватно, никакой баланс бы это не сломало, игроки бы... Ну, да, в любом случае были бы какие-то недовольные, вот, потому что, сами понимаете, без недовольных в мире нашем вообще нельзя. Тем не менее, я думаю, большинство игроков сказало бы замечательно, ты ловишь того игрока, который нужен, и все на самом деле супер. Зинченко мне выпадает из первого пака, ну, опять же, как основного левого защитника я его не вижу. Ну вот не вижу и все. Он неплох, но не более того. Может быть, где-то, ну, под состав сборной, не знаю, я при том, что украинец сборную Украины как бы и не собирал. Не знаю, честно, куда его запихнуть. Ладно, давайте второй пак посмотрим, может тут что поинтереснее выдаст. Очень бы хотелось бы. На самом деле, очень хотелось бы составы команд, очень хотелось бы много чего. Konami, давайте что-нибудь делать, а? Тут вообще впереди лето, где футбольных соревнований не будет, и будет абсолютная пустота. А ваша игра, ну, не настолько яркая, чтобы о ней не забыли за 3 месяца, да, там, или 2,5 месяца. О вашей игре при всей ее яркости человек может забыть за 3 дня. Вот, а 3 месяца это для вас нереальный срок. Поэтому придумывайте что-то на лето, я понятия не имею, что это должно быть, вот. Но если вы не хотите просрать хотя бы ту аудиторию, которая у вас есть, то вам что-то надо делать. Джезус мне выпадает, в принципе, хороший улов. Вот сюда бы добавить еще Мартинелли, и, в принципе, все очень даже неплохо и здорово получилось бы. Ну, посмотрим. Ой. Паки. Так, 20 номер, и это Джорджини мне выпадает, бывший игрок Челси. Не захотела мне давать Мартинелли, к сожалению, но тем не менее, в принципе, Джорджини тоже очень даже неплох. Очень даже неплох, и в принципе, как опорник он неплох. Он мне чем-то Локотелли напоминает, вот именно по своим статам. То есть и пас, и защита, и при этом он дирижер. Ну, короче, вот что-то такое. Итого, 3 игрока, вот такой вот улов у меня. Будешь ли ты открывать или нет, можешь написать мне в комментариях, с удовольствием тебе это почитаю. А стоп, у нас появилась английская лига, да? У нас английская лига появилась. Вот что я пропустил. Появились у нас Делюкс из английской лиги, и я вот смотрю на это все, да, Магуайр это именно тот человек от Манчестер Юнайтед, которого я хотел бы поймать. Нет, на самом деле, само собой, это сарказм. Судя по всему, я пойду на мобилке только за вот этим товарищем, потому что просто у меня его обычная карточка, и он мне нужен. Ну... За ними сходим завтра, так сказать. Пиши, что тебе выпало, с удовольствием тебя поздравлю, если у тебя хороший улов. А на этом прощаюсь, как всегда, как всегда. Пока.